Что такое история, как не ложь, с которой все согласны? Даже историки признают, что наши представления о Куликовской битве сложились исключительно благодаря литературе. Сражение, в котором родилась Великая Россия. Сначала в форме мифа, а через 100 лет как геополитическая реальность. Куликовская битва до сих пор существует и как миф, и как объект научного исторического исследования. И в этом качестве они всегда будут отличаться, часто не совпадая и противореча друг другу. Поверил, ну и бредятина. А было ли вообще это сражение? В канонической российской истории Куликовская битва – победа московского князя, так называемым русским войском над ордынцами. Мол, первый шаг к извечному стремлению русских освободиться от татарского ига. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Это сражение было описано с невероятными подробностями. Некоторое время считалось, что участие в ней приняли около 500 000 человек, десятки тысяч погибли. Да и сколько на самом деле людей участвовало в этой битве? Ведь не 250 000 или 500 000. 2 столетия спустя, когда появилась поголовная перепись, вся Московская Русь выставляла не более 60-80 000 воинов. При князе Дмитрии Донском подвластные союзные ему территории Московского и Владимирского княжеств были в 3 раза меньше, к тому же именно его поколение выкосило голод и чумной мор. Та же напасть постигла и Золотую Орду, а потому обе враждующие стороны вряд ли могли призвать под свои хоругви и бунчуки больше 30 000 воинов в общей сложности. Похожая цифра получается из расчета плотности населения русских городов. Значит, и полегло от силы 5-10 000 человек. Кто придумал Куликово поле? Начнем с объективных свидетельств, вернее с их отсутствия. Место битвы так и не нашли. Ни массовых захоронений, ни заметных остатков оружия. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Сотрудники Тульской археологической экспедиции вместе с коллегами из Государственного исторического музея проводят раскопки Куликова поля с 1982 года. Восстановлены общая картина облика поля на протяжении 3000 лет, флора, фауна, почва. Специалисты для изучения 70-километрового коридора использовали не только геомагнитную съемку. Здесь были прокопаны сотни метров траншей. Местность в прямом смысле слова прочесывали солдаты и школьники. Приглашали даже экстрасенсов. Однако за годы поисков не было найдено ни одного важного предмета, позволившего бы достоверно утверждать, что битва происходила именно в северной части поля рядом с деревней Форостянкой и рекой Смолкой. Писал российский историк Николай Киреев. Чего не понимаю. Даже те современные историки, которые говорят, что битва между ордынцами и войском князя Дмитрия действительно была, признают, что масштабы боя были значительно преувеличены. Вместо сотен тысяч воинов по обе стороны могло насчитывать 5-10 000 человек, и сама битва продолжалась минут 15. Съезжались несколько десятков всадников, рубились, кто-то падал, а на смену ему выезжали другие. Писал работник Российского государственного исторического музея Михаил Гоняный. В музее буквально там 10-15, может быть, артефактов, найденных на Куликовском поле, имеется, все остальное это муляжи. Украинский историк Александр Пальченко между тем рассказывает, что на самом деле битва только намечалась. В ней все очень печально насчет находок, то есть никак. Буквально 2 наконечника стрелы и 3 наконечника копья с очень большой территории Куликового поля. Остальные мелкие железные предметы. Это несуразные кусочки, не связанные с оружием того времени. Перекопали 450 метров траншей, исходили поля, металлодетекторы. Нашли кости разных животных, даже медведя, редкого в тех местах даже в средневековье. Важнее другой вопрос, куда тела павших делись? Можно предположить, что их вывезли с поля боя и предали земле. Во многих городах, посылавших своих воинов на подмогу князю Дмитрию Донскову, были храмы и часовни, которые, если верить преданиям, поставлены под захоронением воинов, убитых на Дону. Но доказательств этой версии пока тоже найти не удалось. Высказывалась даже мысль, что якобы останков и оружия не сохранилось потому, что
на месте сражения чернозем, и в нем ничего не сохраняется. Типа кислотность сильная. Ну да. Нет, солнышко. Человеческих костей воинов не нашли. Хотя нашли деревенское кладбище 16-17 века. Гроб с покойничком летает над крестами. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Поиски с металлодетектором на Куликовом поле начались еще с конца 970-х годов. Результатов пока нет. Достаточно сравнить с исследованием Золотаревского городища, где битва реально найдена, чтобы понять разницу с Куликовым полем. На Золотаревском городище сотни наконечников и множество костей погибших найдено. Поле неизвестной битвы XIII века, сохранившее практически в нетронутом виде множество частей оружия и доспехов на протяжении 700 лет. Предметов вооружения, доспехов, наконечников стрел здесь найдено больше, чем на месте знаменитых побоищ Средневековья. Это вам не Куликово поле с его жалкой сотней находок. Число артефактов, относящихся к штурму крепости в XIII веке, измеряется тысячами. Это неслыханная удача в археологии, ошеломляющая даже самых опытных ученых. Но об этом сражении знают практически только специалисты. Дмитрий Донской, как вассал Золотой Орды, обладатель московского улуса по приказу хана Токтамыша, начал продвижение своих войск против самозванца на ханский престол Мамая. Великий полководец и талантливый организатор Мамай не был чингизид и не мог законно претендовать на ханский престол. Не считая того, на Мамая наступало войско самого Тохтамыша. Кстати, видео о Тохтамыше и как ему помогли предатели-князья можете посмотреть на моем канале. Князь Дмитрий действительно первым встретился с Мамаем. 8 сентября начались арьергардные стычки. Однако ордынский темник во избежание окружения повернул и пошел в степь навстречу Тохтамышу. Уже там, спустя несколько недель позже, в конце сентября 1380 года, состоялась встреча между законным чингизидом и воинами Мамая. И произошло это, кстати, у реки Калка, вблизи современного Мариуполя. По одной из версий, Тохтамыш разгромил Мамая, по другой воины повстанца добровольно сдались. Во всяком случае, для самого Мамая закончилось все не очень хорошо, и в ноябре того же года он был казнен. Каждый год в сентябре 21 числа в РФ отмечается так называемый День воинской славы России. Смешнее праздника русские еще не придумали. Знаете почему? Считается, что он учрежден в честь Дня Победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Однако, на самом деле на Куликовом поле русские отстаивали права своего законного хана против узурпатора Мамая. То есть Куликовская битва была одним из этапов борьбы за власть в рамках самой Орды. По сути, междуусобные разборки, причем в составе обоих противоборствующих войск были русские. Через 2 года, в 1380 году, Тохтамыш покорил и сжег Москву, а Дмитрий Донской между тем скрывался в Костроме. После этого северорусские князья снова вынуждены были получать ярлыки на княжение и выплачивать дань золотоордынским ханам. Советская пропаганда очень тщательно относилась к продвижению мифа о знаменитой Куликовской битве. Не исключено, что для того, чтобы стереть из памяти другое знаменательное событие, также состоявшееся 8 сентября. В соответствии с советской идеологией. Псевдоисторическая каша, которая есть в голове, не соответствует просто ничему. О котором до последних лет после советского прошлого почти никто не знал. 8 сентября 1514 года состоялась битва под Оршей, когда объединенные литовско-русские и польские силы во главе с князем Константином Острожским разгромили войска московского воевода Ивана Челядина. В результате цвет армии московского царя был уничтожен, а князь Острожский стал известен всей Европе. По мере удаления от времени сражений, повествование все более обрастает мелкими деталями, которые могли быть известны только участникам боя. Появляются новые персонажи, причем некоторые из них, это установлено, жили позже описываемых событий. Постоянно растет число убитых воинов.
В синопсисе 1674 года это уже 253 тысячи человек. Словосочетание Куликовское поле впервые упоминается в списке Задонщины в середине 15 века. Князь Дмитрий Иванович становится донским лишь при царе Иоанне Грозном, очень уважавшем своего предка, а название Куликовская битва закрепляется в истории Николаем Карамзиным в начале 19 столетия. Ничего не понимаю. Куликовская битва реально не имела никаких последствий. После отношения между Русью и Золотой Ордой восстановятся на прежних основаниях. Однако в данном случае впервые московскому князю Дмитрию Донскому удалось политически объединить вокруг себя целый ряд княжеств, так что Москва в этот период стала политическим лидером Северо-Восточной Руси. Важно то, что в 1374 году князь Дмитрий Донской прекратил выплату дани Золотой Орде. Правда, в самой Орде тоже был своего рода бардак и шла гражданская война, но факт остается фактом. Так что принципиально Куликовская битва в отношениях с Ордой ничего не поменяла, так как потом выплата дани возобновится. Итог определялся увеличением территории Московского княжества и распадом самой Орды, но это все займет еще долгий период в 15 веке. Анекдот, пивной ларек. На нем объявление: пиво отпускается только участникам Куликовской битвы. Подходит дед, ему говорят: удостоверение участника битвы есть, дед? Дед отвечает: так, сынок, сколько лет прошло? Продавец говорит: ну не знаю, татары приносят. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!